Всем привет, друзья боксерчики! Сегодня у нас защита от удара снизу. Смотрите, наслаждайтесь. Итак, парни, вот смотрите, у вас 3 вида ударов. Прямые, боковые и снизу. Снизу считается самый сложный удар. Почему? Потому что надо уметь подходить. Правильно? Как подойти с ударом снизу? Как? Шагом, да. Но проблема в том, что ты не подойдешь. То есть тебя будут постоянно держать на дальних ударах. Постоянно это будет происходить. Поэтому и сложность удара снизу заключается в подходе. Потому что разит этот удар, как правило, на средней и ближней дистанции. Лучше всего он разит на ближней дистанции. Это то, когда вы уже прорвались на дистанцию и начинаете уже работать. Это самая сложная дистанция. Теперь смотрите, парни. Вот защита более-менее от прямого, от бокового вы уже знаете. Защита снизу тоже так же делается в 3 вариантах. Первый вариант – это то, когда вы отшагиваете назад, либо вы смещаетесь в сторону. Таким образом, чтобы избежать этого удара. Второй вариант – это банальная, самая простая защита – это то, когда вы подставляете блоком. Как снизу, так и сверху. То есть это защита, которая спасает. И третий вариант, как бы самый такой ходовой, и в основном именно он и используется боксерами высшего уже эшелона. Когда вы можете отбить и одновременно ударить. То есть вы должны научиться распознавать этот удар. Распознать его очень сложно, потому что он невидимый. Он прячется за другими ударами. Еще один момент важный. Я могу вам подсказать, как можно подойти незаметно. Есть такой прием у боксеров, когда вот начинают накидывать длинные удары, да, вот грубо говоря. Вот руку он накинул, и как следствие, да, мы все привыкаем, что рука будет возвращаться сюда. Некоторые боксеры, особенно старой школы, применяли такой прием. То есть он руку подкидывает и подходит с ударом. И получается очень такая забавная комбинация. То есть ты не ждешь вот именно вот этого момента, когда рука выстреливается, и ты сразу руку не подтягиваешь себе, а ты подтягиваешься сам к руке. То есть можно делать его на зрение. То есть одна рука кидается на глаза, и вы подходите и начинаете разить. Второй момент, когда вы за счет боковых подходите, когда начинаете размахиваться таким же образом и через скачок к сопернику подходите. То есть один удар у вас будет холостой, по большому счету. То есть вы его просто по воздуху бьете и прячетесь, нанося удар. Прячетесь за само движение. Еще раз поясню, парни, это крайне сложная фишка. Поэтому начинается все с очень простых упражнений. Просто важные моменты, чтобы вы уже понимали сами вообще, к чему это все ведет. То есть вот эти вот вроде как бы простые упражнения, они не простые, парни. И вообще я вам так скажу, что все то, что в боксе говорят, это просто, это не просто. Не просто по одной причине. Здесь очень много факторов, которые вы должны научиться применять. Вот само по себе даже подойти, когда вы в бою, когда все у вас напряжено, подойти очень сложно. И, как правило, то есть вы начинаете подходить, вы начинаете озвучивать все удары. То есть они у вас все читаемые, эти удары. Удар снизу бьется вообще, я говорю, это один из невидимых ударов. Там столько моментов подводящих. Начинаешь по корпусу обрабатывать снизу. Покажи, где у меня печень. Как ты будешь печень бить? Ударом снизу. Ударом снизу. Подсядь. Так, чтобы ты подделал. Ты так не попадешь в печень. Либо ты, ручку вот так вдоль ребра ведешь. Либо ты разворачиваешь руку и просовываешь ее вот сюда под ребро, чтобы накрыть. Либо ты обводишь ударом снизу и втыкаешь его снизу. Снизу, видишь, надо с подсадки работать. И втыкаешь его также под ребро. Здесь правильное положение кулака у тебя должно быть. Нащупай это правильное положение. Попробуй перевернуть руку. Еще верти так, чтобы она как бы попала как раз точно туда.
Так, чтобы снизу было. Вот сейчас ты попал. Видишь, точно под ребро его впихиваешь. То же самое ты делаешь и здесь. Другой рукой. В разрез, да. Ты так же ее можешь крутить. Ты, то есть ее и так можешь вставлять, и так можешь вставлять. Это очень хитрый удар, да. Вот, теперь смотри, как селезень достать. Где ребро у меня, чувствуешь? Да. Вот сюда. Парни, нет смысла, я говорю, вот ударом бить просто в пресс, но он отыграет пресс, хорошо. Даже если пресс плохой, он все равно отыграет, сложно пробить. А вот именно туда, куда вы целитесь уже бить, вот это уже то, что нужно. Еще разок, другой рукой по печени. Хорошо подошел, молодец. Солнышко. Во. Поехал. Точно. Теперь другой стороной выкрути руку. Другой стороной. Нет, это уже другой удар. Ну, как бы так. Не получается так? Так получается. Вот так получается. Вот это идеально, видишь? Точно. И теперь на ноги подсядь. Вот смотри, ты его заводишь именно снизу. То есть ты весь внизу должен оказаться. Если, например, даже вот в этом состоянии, давай, пробивай. Правильно ставь, не поднимайся пока. Правильно ставь руку. Вот. Теперь другой рукой. Вот, молодец. Хорошо. Вот, молодец. Вот теперь смотри, я сейчас буду вытягивать руки, а ты просто медленно-медленно постарайся правильно зайти снизу. Если у вас, парни, будет модифицироваться, да, движение, то есть вы как бы сбоку будете выводить, у вас все равно есть вот это вот, ну, как правильно сказать, вверх вы все равно его дергаете, даже если вы сбоку его выводите. Потому что, еще раз говорю, то есть его невидимая часть, самая уникальная часть. Да, я могу заводить его здесь, но тут же могу модифицировать движение. То есть менять его в самый последний момент, чтобы уже удар реально был невидимый. Потихонечку начинаешь. Хорошо. Хорошо. Во. Выверни руку вот так теперь и четко-четко под ребро. Вот, молодец. Видишь, попал. С другой стороны попал. В солнышко. Прям в разрез. Ну вот, движение простое, да, простое движение. Поднимай, можно так. И так можно, так, чтобы ты прям вот попадал. Во, молодец. И поехали. Бьешь туда же. Раз, 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 раз. Самая простая защита – это то, когда вы сжимаете. Еще один момент. Голову вверх не задирайте. Вам надо сейчас рассмотреть, надо вам привыкнуть к этому движению, чтобы вы видели удар. Потому что если он пройдет, там даже много силы не надо. Снизу самая, ну, как говорят боксеры, опасная тема. Потому что зачастую здесь что-то может вашим глазам мешать, просто мешать, чтобы увидеть движение. Поэтому скрывайте его. Итак, глухая защита у вас. На корпус 2 удара на голову. Итак, парни, по парам встали. Стоп, смотри. Что? Давай. Бить? Да. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Собирай руки. Сначала ты должен все это видеть. И потом ты уже должен подставлять руки. Легче это делать. Расслабьтесь. Вот прицельно, прицельно. Видишь, тут, да, очень много таких хитрых моментов, как ты руку свою поставишь. Потому что, еще раз говорю, это не мешок, это не груша, это живое. Теперь смотрите, парни. То есть сейчас мы немножко усложним, потому что защиту от прямого вы уже знаете. Защиту от бокового вы тоже уже знаете. Поэтому смотрите, сейчас важно подойти к сопернику. То есть то же самое упражнение вы будете делать, но только добавляются ложные удары. Например, ложным ударом я обозначаю, но не бью этот удар, поэтому он и ложный. То есть я всем своим видом показываю, что бью, но только для того, чтобы подскочить и ударить в серединку.
Пока не по краям не бейте. Итак, ложный, ударил. Ложный, ударил. Ложный, ударил. Готов? Ложный, ударил. То есть вот этот вот небольшой подшаг добавьте. Таким образом у вас правильная картина уже подхода сложится. Потому что перед соперником вы все равно стоять не будете. Начинаете издалека и за счет первого движения приближаетесь на удар снизу. Потихонечку, парни, пробуем. Выстави ручку. Видишь, ты по-любому не достал. И руку вот здесь, вот эту часть оставь. Все остальное, то, что ты будешь делать, это приближаться к нему. То есть рука так и остается здесь. Раз, два. Раз, два. Но за руку прикрываешься. Бам! 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 Просто потихонечку пробуй. Ты делаешь на коротке вот здесь и потом пытаешься достать. Обычное движение, все равно ты не достанешь. Вот удержи дистанцию. Вот я кидаю ручку. Вот я кидаю ручку. Видишь? Ты не успеешь все равно. Почему? Потому что вот это вот движение, оно как бы, быстрое получается. Ты за счет выдвижения руки, я тебе говорю, такой вот очень, вроде как бы нестандартный прием, но он реально применимый. Парни, вот смотрите, тоже, да, такой как бы нюанс. Первые движения, которые вы делаете, первое движение, вы за него прячетесь на самом деле. То есть вы так выставляете прямой удар, что за него реально прячетесь. И вот когда вы уязвимы во время ударов, поэтому вы немножко группируйте. Первый удар, еще раз говорю, это не удар, но он на 100% должен походить на удар. То есть это такой вариант защиты просто. С другой стороны, он очень хорошо отвлекает. Вот на эту часть вы заряжаетесь, чтобы соперника реально обвести. Если вы некачественно будете работать блоком, вы 100% его пропустите. Даже вот в таком вот варианте, медленном и спокойном. Поэтому соберитесь, вам не надо сейчас бегать. Вам надо сейчас понять, как это сделать. Еще разок, поехали. Не-не-не, на глаза. Ты его первым ударом не трогай. Вот у тебя получается, вот. Вон, видишь, первый удар. Бросаешь первый удар. Раз и сразу с подхода. Раз сразу. Раз сразу. Пока бьешь, здесь уже заряжаешься. Раз и приближаешься. Трудно будет ответить. Теперь смотрите, еще один момент очень важный. Ром, иди ко мне. То есть это то, когда вы уже вроде как бы распознаете движение, да? То есть вы начинаете оттягиваться назад и в сторону уходить. То есть вот этот момент первичный. То есть я начинаю накидывать, назад я уже ничего не сделаю. То есть у него уже преимущество будет. Потому что вот это вот движение, оно уже меня как бы раскрывает. Обязывает. Да, обязывает. Поэтому первое сейчас что делаете? Вот он накидывает, вы отшагиваете. И в сторону, молодец. Раз, уже ничего не сделаешь. Поэтому первое, отшагнули. Просто отшагнули. Ручки уже держите, как будто вы уже все, на взводе. Раз, раз. Помимо того, что вы делаете шаг, вы можете еще отклон назад чуть-чуть делать. Так, чтобы удар просвистел вверх. Раз, 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 раз. Потихонечку пробуем. Теперь смотри, вот видишь, я цепляю твои руки. Чуть-чуть его назад оттяни тело. Во, и шагом назад, чтобы я уже не достал. Во, и на себя тело чуть-чуть выведи. Во, видишь, я просвистел. Уже не достанешь. Мало того, что не достанешь, ты еще и раскроешься весь. Чуть-чуть на себя и как бы на себя чуть-чуть и назад. Шаг назад и отклон назад. Дистанцию среднюю держите. Видите, удар не идет снизу просто с дальней дистанции. 4 удара. 2 удара в голову, 2 удара в корпус. Раз. Во, молодец. Видишь, и все просвистело мимо. Макс, руки держи вот так. Всегда вот так держи. Не надо сейчас вот эти, вещи. Я говорю. Ближе к нему попробуй подойти.
Трудно, да? Вот смотрите, парни, вроде движения все простые. Видите, как все сложно? Вроде все просто. Что тут? Ну, попробуй ударь снизу. Да ты просто так не ударишь. Ты даже просто так не подойдешь. Сейчас у вас 3 варианта. 6 ударов вы наносите. 3 удара снизу наносите, 3 удара в голову наносите. Ваша задача оттянуться, сделать подставу рукой и глухая защита. Самые простые варианты. Но все то, что просто, непросто. Итак, парни, приготовились. Шаг назад вместе с отклоном назад. Подстава левой, подстава правой. Можете одной против 2 рук. Если как бы уже мастерство имеете, пытаетесь ловить движение. И глухая защита. Приготовились, парни. Потихонечку начинаем. Локти не выдвигай локти. Если ладошками, то ладошками. Так, стоп, парни. Давайте удары снизу. То есть давай вот по этому принципу. Пошел, набиваешь. Набивай, набивай, набивай. Ты в голову бьешь или куда? Вот, видно, можно даже одной рукой. Все просто. Глухая защита. Руки уперли, пошел корпус, корпус. Пробиваешь, пробиваешь. У вас напряжение в момент, вот оно идет. Вы его собираете, движение. Еще раз говорю, ваше движение вот, это тот же самый удар, только в руку. Вы собираете, снизу заводи. Трудно, да? Вроде что там? Поехал. Качественнее бей. Корпусом работаешь больше. У тебя, видишь, у тебя модификация, ты со стороны заводишь. Так можно со стороны. Но когда ты со стороны ведешь, ты ручку подгибаешь. Вот, и отсюда ее можешь заводить. И все равно она вниз пойдет. Все равно вниз пойдет. Видно движение? Вот это обманное движение, как на боковой, но вы бьете снизу. Корпус можете заводить. И сразу снизу стартуете. Вот смотрите, вот у вас работает глухая защита. По этому принципу, когда вы знаете уже траекторию руки, вы можете локтем одним ее сбивать. Старайся попасть. Несложно, парни. Просто вот это вот отбивание, ну его просто обязательно пройти, чтобы вы уже точно знали дистанцию поражения. Плохо очень, когда вы начинаете с дальней дистанции светить удар снизу. Его даже со средней дистанции уже может быть видно. А с ближней дистанции, ну, парни, если вы не можете на нее выйти, то как ударить? Поэтому потихонечку подбирайтесь. Когда знаешь дистанцию, ты рассчитываешь уже шаг, движение, либо скачок. То есть надо прям, как говорят, вопреки всему пройти. Вот так вот вроде как бы все просто, на самом деле это очень тяжелая, серьезная работа. Потому что удар снизу, это считается уже, ну, как бы серьезная вещь. Поэтому работайте, парни, и все у вас будет. До новых встреч, всем добра, любви.